Добрый день, уважаемые подписчики канала Крымского центра оздоровления Неумывакина. Друзья, сегодняшнее видео хотелось бы посвятить очень интересному продукту. Ведь миллионы лет этот продукт уже существует и используется человечеством. И без него бы невозможно было приготовление, скажем так, приготовления многих блюд, рассолов, маринадов и так далее. Сегодняшнее видео я хотел бы посвятить уксусу, друзья. Иван Павлович в свое время, я уже традиционно говорю, посвятил данному продукту книгу. И с помощью яблочного уксуса помог многим и многим людям приобрести здоровье. Друзья, в книге Ивана Павловича «Яблочный уксус. На страже здоровья» приведен очень интересный исторический факт. Речь идет о 4 разбойниках, которых в Марселе приговорили к смертной казни. И когда в 1628 году разыгралась страшная эпидемия чумы в Марселе, эти разбойников заставили убирать трупы с улиц Марселя и заниматься их захоронением. В результате, после того, как эпидемия закончилась, все 4 разбойника остались живы. Никто из них не был инфицирован этим страшным заболеванием. На условиях того, что их помилуют, им предложили раскрыть секрет. В чем же заключается секрет, что они не заразились чумой. В результате чего разбойники рассказали историю, что они на протяжении всей эпидемии употребляли непосредственно яблочный уксус. И здесь перечисляются некоторые травы, такие как лаванда, тимьян, плюс туда же добавлялся наш знаменитый чеснок. Но, как говорят историки, возможно, это была выдумка самих разбойников, потому что они на протяжении всей эпидемии опустошали винные лавки и постоянно находились, скажем так, в алкогольном опьянении. Их это и спасло. Но, начиная с 18 века, скажем так, в прогрессивной Европе и в том числе и России начал применяться так называемый уксус 4 разбойников, который дошел до нашего времени. И с тех пор начали обрабатывать при всевозможных вспышках различных эпидемий, начали обрабатывать именно таким раствором поверхности, одежду и кожные покровы людей. Поэтому, друзья, можно судить, что это быль или не быль, но факт остается фактом. Принято выделять 3 группы, скажем так, уксуса. Это натуральный рафинированный, натуральный нерафинированный и, конечно же, синтетический. Нерафинированный уксус имеет не совсем презентабельный вид. Это мутная жидкость, часто с пенной поверхностью. Это очень интересное вещество, которое всегда находится на поверхности, так называемая уксусная матка или пленка дрожжеподобных грибков. Лечебные свойства этой пленки значительно превышают лечебные свойства самого уксуса. Друзья, хотелось бы привести еще один очень интересный пример, касающийся уксуса. Все, наверное, слышали о так называемой вермонтской диете. В Америке, в Соединенных Штатах Америки, есть штат Вермонт. И ученых заинтересовало, почему все жители этого штата обладали, скажем так, неистовым здоровьем и, конечно же, долгожительством. И когда начали разбираться в привычках и пристрастиях жителей данного штата, то увидели, что всему был пример яблочный уксус, друзья. Да-да, именно пристрастие к этому продукту сохраняло здоровье жителей штата Вермонт. Поэтому, друзья, это неоспоримый факт. Друзья, как же яблочный уксус способен влиять на наше здоровье? Для этого нужно немножко разобраться в обменных процессах нашего организма. Друзья, к примеру, удаление всех кислотных продуктов из нашего организма проходит в период с 3
часов ночи до 11 часов утра. А теперь, друзья, следите за моей мыслью. Все кислые продукты выходят из ткани и попадают в кровь. При этом, когда мы встаем утром, мы ощущаем некую вялость, сонливость. И это все говорит о том, что большая часть кислых продуктов вышла в кровь и воздействует на наш головной мозг. Но многие люди делают неправильно. Они утром наливают, к примеру, чашечку кофе. И с каждым глотком все эти кислые продукты начинают возвращаться обратно в ткани. Таким образом, мы все по утрам, кто любит кофе, умышленно отравляем свой организм и препятствуем его очищению от кислот. Что же делает уксус? Яблочный уксус – это сильное щелочеобразующее вещество, которое активизирует метаболизм в нашем организме и способствует выравниванию кислотно-щелочного равновесия. Друзья, поэтому употребление уксуса ощелачивает наш организм и помогает вывести все те кислоты, которые накопились в органах и тканях. Друзья, также яблочный уксус содержит в себе различные кислоты. Наиболее распространенная из них – это яблочная кислота, которая, соединяясь с различными минеральными соединениями в нашем организме, преобразуется в гликоген. А гликоген, друзья, это физиологический запас глюкозы, то есть углеводов в нашем организме. Не только в нашем организме, но и у животных млекопитающих. Также в яблочном уксусе немаловажную роль играет молочная кислота. Молочная кислота в яблочном уксусе обладает бактерицидным действием и значительно улучшает качество микрофлоры в кишечнике. Еще одно очень интересное свойство молочной кислоты – способствовать выведению молочной кислоты из мышц. Поэтому многим спортсменам, которые испытывают крепатуру после тренировок, рекомендовано употребление кисломолочных напитков, которые содержат молочную кислоту, друзья. Очень, кстати, парадоксальный, но интересный факт. Последняя кислота, которая содержится в яблочном уксусе, это, конечно, лимонная кислота. Она является главным консервантом при использовании яблочного уксуса в различных маринадах. То есть она предотвращает порчу продуктов. Друзья, также в яблочном уксусе содержится большое количество пектина. Пектин на самом деле не только улучшает моторику и всасываемость в кишечнике, он также способствует уменьшению содержания холестерина в крови. Также не стоит обходить вниманием, что яблочный уксус – это кладезь таких микроэлементов, как калий, магний, сера, кобальт, витамины В1, В2, В6 и В12, конечно же. И яблочный уксус – это лучшее, скажем, профилактическое средство, которое помогает не просто защитить от болезни наш организм, а значительно повысить его защитные свойства, чтобы он, скажем так, в наш организм не проникали различные вирусы, грибы и паразиты, друзья. На что еще влияет употребление яблочного уксуса? Во-первых, яблочный уксус улучшает мозговую деятельность, то есть улучшение памяти, мышления. Также яблочный уксус помогает при жировых гепатозах. Как я уже говорил выше, он способствует снижению холестерина. И также он способствует усвоению таких витаминов, как А, Д, Е и, конечно же, витамина К. И самое главное, что яблочный уксус способствует стимуляции не только почек, улучшению работы почек, но и желудочно-кишечного тракта. В следующем разделе нашего видео я хочу перейти к
к рецептам. Яблочный уксус активно используется у людей, у которых есть избыточный вес, потому что яблочный уксус улучшает метаболизм в органах и тканях. Поэтому, друзья, если взять по 2 чайные ложки яблочного уксуса и растворять их в одном стакане теплой воды и пить во время завтрака, обеда и ужина, то люди наблюдают постепенное снижение веса. Таким образом можно избавиться от лишнего веса и подарить, скажем так, своему организму еще больше здоровья. Также яблочный уксус используется при заболевании щитовидной железы, особенно связанной с дефицитом йода. Для этого вам понадобится 2 чайные ложки яблочного уксуса. Хотел бы подметить, не рафинированного. Во все эти рецепты в состав входит только нерафинированный уксус, натуральный уксус. Поэтому вы берете 2 чайные ложки нерафинированного уксуса, 200 мл воды, 1 капельку йода и 1 чайную ложку меда. Все это смешивается и принимается 2 раза в день во время еды на протяжении месяца. Друзья, судя по отзывам в книге Ивана Павловича и по моим наблюдениям, действительно показатели щитовидной железы при данном природном, скажем так, естественном оздоровлении есть значительные изменения, и люди получают результаты. Уважаемые подписчики, хотел с вами уже прощаться, но, скажем так, на последней минуте уже вспомнил еще один замечательный и актуальный, самое главное, рецепт, связанный с яблочным уксусом, о котором пишет Иван Павлович Неумывакин. Каждый из нас, я думаю, в своей жизни сталкивался с таким синдромом, так называемым хронической усталости. Как правило, с приходом весны каждый человек чувствует себя немножко выжатым, изнеможденным, с пониженной работоспособностью, и поэтому это в принципе, для каждого жителя Российской Федерации не только этот рецепт, конечно же, пригодится. Он очень прост, друзья. Вы берете всего лишь 1 чайную ложку яблочного нерафинированного натурального уксуса, 1 чайную ложку хорошего домашнего натурального меда и 200 мл теплой кипяченой воды. Все это разводите и пьете по 1 стакану в день, неважно, до еды или после. И усталость, как говорил Иван Павлович в своей книге, как рукой снимет. Поэтому, друзья, на этой ноте я с вами прощаюсь. Традиционно предлагаю вам подписаться на наш канал, поставить лайки, как говорят блогеры, нажать на колокольчик. И мы будем вас снова и снова радовать нашими замечательными видео, благодаря которым вы будете здоровы без таблеток. Пока-пока.